coffee break, signori! 2:15 ночи, и мы оказались на железнодорожном вокзале Пловдива. Хотите знать почему? Ребята, привет! Помните, в одном из своих видео я рассказывала вам о поисках автомобиля? Так вот, с тех пор мы брали на тест достаточное количество машин, но все они были битые, включая 21-х и 22-х годов. Не знаю, то ли мышлы мазал, то ли что-то другое, но мы пришли к следующему умозаключению. Болгарский рынок машин со второй руки не балуют ни битыми машинами. И если тратить на них деньги, то столько, сколько не жалко потерять. Потому как, по нашему наблюдению, машины выше 40 тысяч лев в дальнейшем надо будет продавать очень и очень долго. Поэтому, изучив рынок и подведя итоги, мы определили для себя такую сумму и, естественно, спустив планку по году рождения вторички. Неделю назад мы созвонились с человеком, который оказался автокишты. Расспросив его о машине, которую он выставил на продажу, оказалось, что машина первая рука, японка, пригнанная из Швейцарии. Все доки и история имелась у него на руках. Нам, конечно, было бы удобнее приехать на выходных, но были праздники, и мы договорились, что приедем посреди недели после праздников. Забронировали в ренте машину на день заранее нашей поездки. Хочу подчеркнуть, что данной фирмой аренды мы пользуемся почти 4 месяца. И каждый раз оформление документов длится 30 минут. Но ок. Нам же нравится болгарская неспешность. Поэтому мы каждый раз набирали воздух и считали до 10, чтобы не взорваться. Ведь кажется, что если все наши доки есть в системе, или должны быть в системе, то оформление не должно занимать больше 10 минут. Но, наверное, это не в этой компании. И на этот раз случилось столкновение израильской ментальности, а болгарскую реальность номер 1. Ребята, 50 минут взяло оформить документы, сканировать паспорт, права. Парень, который нас обслуживал, обслуживает нас не впервые. Но на этот раз он решил нам рассказать про то, что наши права в Болгарии недействительны, что они действуют только 3 месяца, после чего я ему рассказала все законы на этот счет. Он сказал, что он должен позвонить к высшему руководству и решать этот вопрос на более серьезном уровне. Еще какое-то время он звонил в это руководство, ему там рассказали, как это все оформить, и опять-таки же он начал все оформлять по новой. И на это ушло еще куча времени. Я опоздала к врачу, муж опаздывал на встречу, но самое смешное было на десерт. Когда наконец мы получили машину, открываем дверь, а там коробка передач механична. Тут моя не выдержала, я вернулась в офис и говорю: ребята, мы не ездим на механичный. Они нам в ответ: вы же заказали Citroën. Я говорю: да мне все равно, какая машина. Мы ездим на автоматично. Они говорят: вы же заказали Citroën. В общем, болгарскому парню взяло еще какое-то время понять вообще, что я от него имею в виду. Тогда он сказал, что это очень тяжелое дело, что он должен посоветоваться с высшим начальством, звонил в высшее начальство, выяснял, как можно это сделать. Я говорю: послушай, ты сначала скажи, или у тебя есть в наличии сейчас автоматичная коробка передач. Он сказал: да, но это такой сложный процесс. В общем, ребята, потеряв в итоге 2 часа времени, мы наконец-то забрали машину. На следующий день в 7 утра мы выехали из Пловдива в Плевен. Включая пробки в Пловдиве и остановками на кофе, дорога заняла 4 часа. Приехав на место, мы сразу взяли машину на тест, на котором выяснилось: о чудо, машина в полном порядке, надо только заменить какую-то резинку. Ну окей, возвращаемся в офис оформлять документы купли-продажи. И тут случилось столкновение израильской ментальности о болгарскую реальность номер 2. Оказалось, что нельзя платить банковским переводом или картой, а только наличными.
Ну, мы сказали, что не проблема, сейчас пойдем в банк и снимем нал. А тут болгарские товарищи нам объясняют, что в банке можно снять налом только до 10 тысяч лев. Ну, мы же израильтяне, мы подумали, окей, нас двое, мы там по очереди как-то зайдем и как-то остальную сумму денег переведем наличными. Но на самом деле можно снимать больше 10 тысяч лев со счета, просто нужно было заполнить декларацию о происхождении денег, но это была не проблема. Но тут пролетел еще один нежданчик. КАТ, то есть ГАИ, в котором надо было оформлять машину, был закрыт. И оформление машины было невозможно и неизвестно, будут ли они работать завтра. В общем, оставили задаток и договорились, что человек оформит в КАТе документы и позвонит, когда нам приехать. Вернулись в Пловдив. Человек позвонил на следующий день и сказал, что КАТ работал, и все, что нужно было, он сделал, и можете приезжать. На этот раз мы решили добираться до Плевена на общественном транспорте, чтобы на обратном пути в Пловдив менять друг друга за рулем. Вот так мы оказались ночью на вокзале, потому что к обеду нам нужно было быть в Пловдиве. Купили билеты по интернету на экспресс-поезд, который шел 7 часов. Правда, час мы сидели на ЖД вокзала в Софии, чтобы пересесть на стыковочный поезд. Кому интересно, билет от Пловдива до Плевена стоил 22 лева на человека в первом классе. Минус, что все сиденья скрипят, поезд прыгает и спать невозможно. Плюс, можно пройтись вдоль вагона и размять ноги. Я знаю, что есть вагоны-купе со спальными местами, но при заказе онлайн мне не выдали такую опцию. И тогда я подумала, что непосредственно на вокзале я подойду в кассу и попрошу поменять билеты. Тетенька в кассе спросила меня, куда мы едем. Я ей ответила, что в Плевен. Она сказала, что невозможно поменять билеты, потому что нет туда такого купе-вагона. Если вы когда-нибудь будете ехать в поезде, то учтите, что станции не объявляются, и табла электронного, на котором пишется, какая следующая станция, тоже не существует. Я знаю, что многие иностранцы, приезжая в Болгарию, открывают фирмы для того, чтобы купить машину. Имейте в виду, что если ваша фирма зарегистрирована, например, на севере Болгарии, а проживаете вы на юге, то и машину в КАТе вы будете регистрировать на севере Болгарии. К чему я это? К тому, что в Болгарии, ребята, реально действует и работает такая вещь, которая называется прописка, о которой мы совершенно напрочь забыли в Израиле. Спустя 7 часов мы наконец-то добрались до Плевена, который оказался милым городком, в котором ходят даже трамваи. На вокзале нас встретил продавец, мы доехали до его офиса, еще раз проверили машину, потому что болгарские товарищи нам сказали, обязательно просмотрите, те ли колеса стоят на машине, и те ли детальки вкручены и так далее. Передали деньги, забрали документы, сели на свою машину и поехали в Пловдив через Троянские Балканы. Надеюсь, что это видео было полезно для вас, ну а для нас, слава Богу, история с покупкой автомобиля подошла к концу. Ну а на этом все. Я вам желаю хорошего дня. Всех обнимаю. Пока-пока.